Всем привет-привет, мои дорогие любимые! Добро пожаловать на мой канал Diamond Dream. Сегодня делаю очередную серию нашего мега-популярного сериала «Что происходит в его жизни прямо сейчас» при помощи колоды Таро Гранд Люкс. Сосредоточьтесь, пожалуйста, на вашем мужчине. Представьте его, визуализируйте. Я благодарю вас, мои драгоценные, за ваши донаты. Низкий поклон моим спонсорам. Дай Бог вам всем миллионы раз больше благословений от Вселенной. Благодарю вас за вашу щедрость. Благодарю за ваши комментарии, за лайки, за подписки, за любой способ поддержки моей работы. Всех очень нежно люблю. Итак, что происходит в его жизни прямо сейчас? Очередная серия. Давайте-ка посмотрим, что же там у этого мужчины происходит сейчас. Ух ты. Ну, как-то что-то мужчина зол, что-то его не устраивает. Он может кого-то ревновать, допустим, вас, он может на кого-то злиться. Здесь мужчина может, к сожалению, злословить, о ком-то говорить не очень хорошо. А еще за его спиной могут происходить такие вещи. Кто-то о нем может нехорошо отзываться, нехорошо говорить, кто-то может на него злиться, кто-то может козни какие-то строить, сплетни плести. Ну, в общем, здесь как с его стороны, так и со стороны окружающих. А еще мужчина может сейчас поступать как паж мечей. А паж мечей — это мальчишка капризный. И поступки у него порой такие, выбивающие из колеи нормального человека. Давайте посмотрим, как он сейчас себя еще проявляет. Это как общая была характеристика. И что это значит у нас? Что-то получилось, что-то тут у мужчины, некая удача случилась в плане его достижений, что-то, какую-то победу здесь мужчина одержал, и он этому рад, очень рад. Я не знаю, тут сфера жизни любая может быть. Может быть, это дела любовные. Для кого-то из ваших мужчин что-то по карьере произошло, по работе, некая победа, одержана победа. И мужчина, более того, здесь может это отмечать. У кого-то бокальчиком вина, у кого-то коньячка, рюмочка или водочки. В общем, у кого как. Если мужчина не пьющий, значит просто удовлетворение, удовольствие от того, что он вкусил вкус победы, ощутил его. И знаете, да, что этот расклад, он отыгрывается вчера, сегодня, завтра и небольшие временные промежутки до и после. Поэтому это могло произойти уже, это может происходить сейчас, это может произойти в ближайшее время. Но здесь идет вот так, что вкус победы мужчина ощутит. Что уходит из его жизни и что, наоборот, вступает в свои права. Что происходит в его жизни прямо сейчас? Я бы так сказала, постепенно жизнь налаживается. Были материальные проблемы у мужчины, и причем такие довольно серьезные. И абсолютно неважно, он у вас нищеброд, извините за выражение, или богатый мужчина, у всех свои проблемы есть. У кого есть яхты, виллы, у того свои проблемы, потому что он думает, как сохранить это богатство и не разориться, не потерять, не стать беднее. А бомж думает о своем обеде, будет ли у него обед сегодня или нет. В общем, знаете, для каждого своя мера здесь есть материального достатка, но проблемы здесь были, безусловно, у этого мужчины. Были эти проблемы, потихоньку уходят в прошлое, потому что мужчина нашел, в общем-то, способ для того, чтобы не то чтобы решить все эти проблемы, но, по крайней мере, что-то очень важное он для себя понял. И от какого-то неправильного сценария в плане материального своего развития мужчина здесь ушел. И это приведет к позитивным результатам. Думает ли о вас этот человек? Да, думает. Король жезлов, конечно, думает, безусловно. Сейчас посмотрим, какие мысли. Ух ты, он король жезлов, а вы королева мечей. Он думает о том, что в ваших отношениях есть очень много чего, над чем нужно работать. Он считает, что вы разные по энергетике люди, однако вас объединяет любовь. У него мысли сейчас такие о вас. Считает, что очень многое, что нужно изменить, над чем поработать, что исправить. Вы разные здесь идете, как он считает. Он король жезлов, страстный, яркий. Он так считает, что он открытый, искренний, такой вот весь. Ух, какой. А вы королева мечей сейчас. Вы женщина
Такая, далеко не сахар. То есть вы, не та женщина, которой лапши на уши можно навешать, влюбить в себя и дальше пользоваться ее ресурсом. Вовсе нет. Возможно, вы когда-то такое и были, а сейчас вы королева мечей. Вы женщина, с таким крутым достаточно характером. Ну, в общем, он считает, что есть над чем работать, но есть любовь. Вот такие мысли сегодня у него о вас. А эмоции, эмоции. Ну, эмоции, я вам скажу, тут есть в любом случае, потому что аркан влюбленные просто так не выходит. Эмоции, вы его дом, вы его семья. Неважно, вы его семья или нет, жена вы его или нет. Здесь не в этом суть, а в том, что ему с вами хорошо. Посмотрите, люди под шатром, под этим. И вне зависимости от ситуации, которая сейчас между вами, вместе расстались, он все равно о вас думает так и такие эмоции испытывает к вам. Ему с вами хорошо. Но здесь о любви речь идет. Насколько мужчина способен любить, не знаю. Но эмоции здесь есть. И эмоции здесь с обеих сторон. И с вашей, и с его есть. Потому что замечательно здесь прекрасный аркан влюбленный выходит. Он уверен абсолютно, что у вас это обоюдно. У вас есть такая бесценная, не драгоценная, бесценная связь. Вы как будто венчаны небесами с этим человеком. Очень хорошо с вами. Считает, что, наверное, только с вами он может быть по-настоящему счастлив. Ох, ну хоть немножко хороших таких позитивных энергий, а то у нас вечно какие-то проблемы выходят. Что его сейчас волнует? Что волнует сейчас этого человека? Но вообще у него такой период в жизни, когда ему хотелось бы побыть одному. Многое обдумать, переосмыслить. И вы, возможно, удивитесь, но его волнует вопросы духовного порядка. То есть здесь мужчина задумывается о вечном, каких-то таких вещах очень важных, вечных в жизни. Даже если скажете, что нет, он не способен, способен. Каждый человек на это способен. Волнует его он сам. Я бы так сказала, вопросы о том, а для чего я живу, вопросы о том, в мире ли с собой я живу, вопросы о том, а как бы сделать мою жизнь лучше, а как бы себя любимого порадовать чем-то и побаловать. Ну, то есть здесь мужчина сейчас полностью на себе сосредоточен, мысли очень разные. Начиная от вопросов духовного развития и заканчивая чисто такими эгоистичными потребностями и как их удовлетворить. Здесь вот исключительно он сам себя сейчас волнует. Это самая интересная для него сейчас тема для размышлений о себе любимом. Что он скрывает от вас, и вам нужно бы это знать. В чем именно? Ну, есть здесь проблемки у мужчины материального характера, хоть он вроде как некие пути и нашел их разрешение, но все равно они не разрешены полностью. С деньгами здесь есть у него проблемки, и вот это от вас скрыто. То есть что там у него на самом деле происходит, для вас неизвестно. С денежками что-то там не то. Что он хотел бы вам сказать, но по какой-то причине молчит, что вы его судьба. Он прекрасно понимает, что вы главная женщина в его жизни, что такую женщину, как вы, он больше никогда не встретит. У него абсолютно такое ощущение есть. И он хочет вам об этом сказать, но по какой-то причине молчит. А почему молчит? Давайте-ка спрошу. Ну, потому что манипулятор, потому что хитрец, потому что не хочет он вас баловать такими словами. Зачем он вам будет говорить такие слова? Вы возгордитесь, подумайте, что он у вас полностью, так сказать, на крючке. Зачем ему? Ему это не надо. Поэтому он и не говорит. Хотя сознание здесь есть однозначно. Как у него обстановка дома, атмосфера дома? Если вы живете в разных домах, вы не вместе живете в разных домах, как у него там сейчас? Что это значит? Угу. Ну, там на самом деле, что касается его дома, могут происходить очень серьезные процессы. И у всех, конечно же, будет по-разному, потому что у кого-то мужчина женат, у кого-то свободен, у кого-то есть родственники, у кого-то нет. Но идут глобальные сейчас перемены, связанные с его связями, в первую очередь родственными. Уж не знаю, если мужчина женат, то здесь и до развода может дойти. Если есть родственники, могут быть какие-то очень
конкретные, серьезные перемены, связанные с родственниками, события резкие, связанные с семьей, с родственными связями. Вот здесь вот так. Я не буду озвучивать прям четкие варианты, потому что очень много разных направлений может быть, но вот что-то очень важное, что-то прям такое категорично важное происходит с ним и с его связями. Что-то рушится, но это делается для того, чтобы происходит для того, чтобы на это место пришло что-то новое. Ну, допустим, он мог, допустим, если мужчина разводится, он женат, и он решил развестись. На это место, на новое место, да, придет новая любовь, значит. Если что-то связанное с родственниками, к сожалению, у кого-то здесь и потери могут быть из ваших мужчин. Кого-то мог потерять или из близких, или из родных, или вот, ну, что-то вот, какие-то близкие очень связи. Но, допустим, там ушла бабушка, а на ее место придет маленький ребенок в семье, кто-то родится, или еще что-то. Здесь вот такие глобальные некие вещи происходят. Если не связаны с его семьей, значит, с его очень близкими связями, с кругом людей, которые ему близки. Но здесь что-то такое происходит, девочки, или может происходить в ближайшее время. Говорит ли с кем-то о вас? Если да, то что? Говорит ли этот человек о вас? Если да, то что? Говорит, может говорить. Очень многие из ваших мужчин говорят о вас и говорят, что любят вас, что вы его любимая женщина, что ему с вами хорошо, что ему с вами уютно, что ему с вами спокойно. Ну и что он просто вас любит. Он может с кем-то делиться этим. Очень многие из вас, из ваших мужчин, вернее, это делают. А следит ли за вами, наблюдает ли? Интересует ли его ваша жизнь? Вообще да. И у него есть желание, чтобы и вы тоже интересовались его жизнью, его делами. Ему хотелось бы, чтобы вы тоже где-то информацию о нем получали. Вполне возможно, если бы у него была возможность красивую картинку такую о себе нарисовать, и вы могли бы эту картинку увидеть, даже если она не совсем соответствует действительности, он хотел бы, чтобы вы видели, что у него все хорошо. Но это в первую очередь для тех, кто расстался, конечно, но для тех, кто находится на связи, да, он о вас какую-то информацию может получать, и хотел бы, чтобы вы тоже о нем получали информацию. И информация, чтобы это была такая хорошая о нем, с хорошей точки зрения его демонстрировала вам. В этот период времени, вчера, сегодня, завтра, когда проснулся, первая мысль была у вас? Первая мысль была о том, а не прислали ли вы ему известие, он мог заглянуть сразу в свой телефон, или же мог сам вам отправить сообщение, как-то о себе дать знать. Но мысль о вас, конечно, была. Мысль была, если в расставании, значит просто мысль о сообщении. А вдруг она мне написала? Сейчас посмотрю. О вашей связи, о вашей коммуникации была мысль. Да, была. Вечером, когда засыпал, в течение дня. Да, мысли постоянно у него есть, у этого мужчины, но вечером здесь больше были заботы о своих материальных проблемах, о своих делах, а также мысли о том, что как он не хочет вас отпускать, как же он держит вас у себя у сердца, что он считает вас своей собственностью. Ревность могла быть вечером еще с его стороны. В течение дня, да, думал. Кстати, многие из вас на расстоянии могут быть с этим человеком. Давайте переходить к вопросам. Для тех, кто расстался. Если вы с этим мужчиной расстались, он хотел бы вас вернуть сейчас? Не могу сказать, что прям хотел бы вернуть, потому что это очень сложный аркан. Пятерка мечей. Это о том, что все не так просто. Вы могли расстаться некрасиво. Можете злиться друг на друга. Мог вообще абьюз конкретный здесь присутствовать. Или предательство, или измена, или... Ну, что-то тяжелое. И мужчина сейчас в таких энергиях находится. А еще он может думать, что вы находитесь в таких энергиях. Поэтому о каком примирении сейчас может идти речь? Пока не вижу такой возможности. Пока мужчина здесь вот в сложных энергиях находится на этот счет. Ну а в общем-то, хоть он в таких энергиях, действий-то от него ожидать можно в ближайшее время или нет? Но действия все равно от него будут, девочки. Из этих энергий, из этого аркана он выйдет в итоге. Никуда не денется, потому что чувство-то к вам есть. Это рыцарь кубков. Конечно. Куда он денется, этот мужчина? Появится. Ждет ли от вас первого шага, если вы сейчас находитесь в расставании? Безусловно, 100%. Вообще мечтает о том, чтобы вы сделали первый шаг, и, соответственно, чтобы это была ваша инициатива, и тогда примирение ваше произойдет по гораздо более спокойному и
приемлемому для него варианту. Вот так. Ага. Давайте-ка посмотрим, если он уже появился вчера, сегодня, завтра, с какими энергиями. Вот он, тот самый мальчишка, который выходил на дне колоды. Ревнует, переживает, его прям всего колотит от того, что «а что же вы там без него? Не дай бог кого-то себе нашли, а не дай бог там еще что-нибудь, его не порадующее». Это искренняя энергия, но это о том, что как раз под влиянием таких эмоций мужчина здесь появился. Еще, если у вас есть общие дети, то мужчина мог соскучиться по детям. Тут еще дети влияют. Или соскучиться, или вот что-то связанное с детьми. То есть дети здесь сыграли свою роль. Если есть дети. Но основное, конечно, то, что я до этого вам сказала. Если вы сейчас уйдете из отношений, как он отреагирует, его реакция очень тяжелая, противоречивая. Во-первых, у всех, конечно, он по-разному отреагирует, но абсолютно покажет себя по-разному вам. Но абсолютно у всех мужчин взорвется такой вулкан, начнет извергаться в душе в его. Очень тяжелые энергии, сложные, тяжело отреагирует. Ему это, мягко говоря, не понравится, если это сделаете вы. Реакция будет сложная, весьма и весьма. Если предстоит некая дата в ближайшее время, с которой вам нужно его поздравить, а вы с ним находитесь в расставании, стоит ли это сделать? Ну, вообще больше нет, чем да. У вас может быть огромное, горячее желание это сделать, но по аркану дьявол здесь выходит так, что лучше этого не делать. Потому что или вы можете еще больше здесь дров нарубить, так сказать, не того сделать, что надо. Или же еще может что-то такое произойти, допустим, холодная ледяная реакция со стороны мужчины. И, естественно, это вам приятно не будет. В общем, что-то здесь такое может быть. Некие подводные камни, подвохи здесь есть. Поэтому лучше нет, чем да. Сейчас так. Решать, конечно, вам. Королева жезлов решает сама, безусловно, но выходит вот так. А если такая дата, с которой он вас должен бы поздравить, но вы в расставании, он собирается вас поздравить или нет? Нет, девочки. Пока даже не буду спрашивать, а действительно поздравит или нет, потому что намерений нет, это не значит, что он не поздравит. Но я думаю, на сегодня достаточно того, что он не собирается вас поздравлять. Если вы с ним в расставании, ну понятно, он в пятерке мечей сейчас находится. Если он не знает, как сделать первый шаг и стоит ли его делать, то, соответственно, он и поздравлять не собирается. Поэтому для большинства отыграется так, что вряд ли он поздравит. Даже спрашивать не буду, еще и на дне колоды Луна вышла. Да. Как он считает, вы к нему относитесь сейчас? Какие чувства испытываете? Ну вот Луна. Девчонки, наверное, многие из вас или расстались, или у вас непонятки с этим мужчиной. Есть проблемы в отношениях. Он не знает, что вы к нему чувствуете, что вы к нему испытываете. Для него это полный вообще сейчас вот тьма полнейшая. Он не знает, понятия не имеет, как вы к нему относитесь и что вы к нему испытываете. Что-то очень тяжелое. Он надеется, конечно, что вы скучаете, там на Луну воете без него, рвете на себе волосы. Хотелось бы ему этого, но он далеко не уверен в этом. Он понятия не имеет вообще, что вы к нему чувствуете. Не понимает сейчас. Находится в странном таком состоянии непонимания. Так. Как вам лучше себя вести сейчас с этим человеком? С точки зрения высших сил. А никаких резких движений, никаких четких решений сейчас принимать не стоит. Пока не время. Вы пока сейчас вот слепые в том плане, что не совсем объективно видите ситуацию. И если вы сейчас хотели бы некое важное решение принять в отношении этого мужчины, лучше повременить, потому что не самое лучшее время для этого. Я бы так сказала, никаких особо активных действий. Вот это будет правильная ваша тактика поведения. Ну и теперь у нас остался вопрос для тех, у кого есть соперница. Только для тех, у кого точно есть соперница. Если такой нет, или вы только предполагаете, не нужно смотреть этот вопрос. Просто выключайте
расклад и идите занимайтесь своими делами. Что у него с соперницей? Меня обидели, что-то они с ней не поделили. Мужчина закрылся, мужчина обижается, мужчина от нее отворачивается. Смотрите, что-то не так, что-то ему не то. Угу. А тут не просто не поделили, здесь у женщины ого-го сколько тайн, девочки, есть. Да, да. Тяжело складываются отношения у этой пары, и женщина смотрит налево. У женщины явно есть общение с кем-то еще, возможно, интернет-знакомство или что-то в этом плане. Она рассматривает другие варианты, эта женщина. И мужчина мог об этом или узнать, или подозревать. Здесь может о том, что что-то нечисто. И поэтому он вот в таких находится сейчас энергиях. Вот, смотрите, вот такой вот он, обиженный. Или же подозревает что-то, и у него от этого тяжесть на душе. Но здесь у женщины, мягко говоря, рыльца в пушку. Знаю, многие напишут, ей 80 лет, или там она абсолютно непривлекательна, или еще что-то. Девочки, знаете, на любой товар есть купец, как говорится. И то, что женщине здесь уже в этих отношениях очень тяжко, очень тяжело, хотелось бы уже наконец-то эту тяжесть сбросить, скинуть с плеч и встретить кого-то более достойного, чем вот этот товарищ, это однозначно. А ваш мужчина или подозревает, или уже об этом знает конкретно. Поэтому он в таких энергиях и находится. Благодарю вас, мои дорогие, за то, что досмотрели расклад до конца. Буду очень благодарна вам, как всегда, за лайк, за теплый комментарий под моим видео. Подписывайтесь, пожалуйста, на мои каналы на YouTube. Если хотите получать уведомления о моих новых видео, обязательно нажимайте на колокольчик рядом с кнопкой подписки. Всех целую, люблю, желаю всем счастья, любви, добра, гармонии, света, вдохновения и, конечно же, защиты и покровительства высших сил. Пока-пока, мои драгоценные, до следующего расклада.